Приветствую, друзья! Пока все гадают, о чем же договорились Трамп с Путиным, мы видим, что русская армия продолжает боевые действия и продвигается вперед. И можно даже заметить, какая ситуация сейчас в городе Покровск, который все больше становится красноармейским. И сейчас там просто действительно идет уникальная операция, когда очень серьезные наши штурмовые подразделения вот с наскока фактически заняли ключевые позиции в центре города и сейчас корректируют нашу артиллерию, авиацию для того, чтобы там просто обнулять очень большое количество натовских наемников, которых туда перебросили как срочное подкрепление, чтобы ни в коем случае коллапс в Покровске у Недорейха Зеленского не произошел. Сейчас там действительно идут очень серьезные и тяжелые бои, и русская армия, с учетом того, что к этой тактике подготовилась, естественно, очень качественно работает, особенно по логистике натовской ЧВК, и, естественно, все вот подкрепления, которые Пентагон отправляет на Покровское направление, то эти подкрепления, пока вот доезжают, они становятся значительно меньше в объемах, и это, конечно же, очень, знаете, хорошая история, потому что, конечно же, сейчас очень важно обнулить вообще все резервы для натовской ЧВК ВСУ, чтобы вызвать коллапс по всей линии фронта. Ну и история с Покровском просто в этом направлении очень четко играет на руку нашей армии. При этом русская армия перешла речку Волчью и организовала еще один плацдарм на Днепропетровской области. И, конечно же, там наступательные действия только начинаются, и, конечно, для режимников Зеленского это нельзя было не заметить, поэтому они, конечно, вот уже обозначили на своих картах, что продвижение русской армии есть и в том направлении, и, конечно же, на многих других направлениях, потому что это уже все просто глупо отрицать. И действительно можно заметить, что наступательные действия русской армии продвигаются очень даже успешно, даже с точки зрения натовских различных аналитиков. Ну а немецкая пресса и немецкие аналитики даже говорят о большем, о том, что в течение нескольких месяцев, с учетом того, что резервов боевых фактически сейчас не осталось у натовской ЧВК ВСУ, может вообще произойти такое серьезное обрушение фронта и коллапс для натовской ЧВК ВСУ. Конечно же, это все будет иметь очень серьезные последствия, причем территориальные. При этом инженеры наших российских бригад боевых в полукустарных условиях активно сейчас делают все больше и больше царь-мангалов и, конечно же, максимально делают защиту от дронов. Хотя, если мы просто обратимся в советское прошлое, там все вот эти экраны защитные против кумулятивных снарядов, боеприпасов, они были и, собственно, разрабатывались. Единственное, что в серию туда они не пошли, но, тем не менее, инженеры советские в этом направлении также работали. И полагаю, что очень скоро на наших российских заводах также вспомнят, каким образом тогда советские еще инженеры думали защищать танк или там бронемашину от кумулятивной струи. Поэтому сейчас очень скоро что-нибудь подобное увидим, например, на Уралвагонозаводе. А вот по Херсону все больше и больше наносятся ударов. И, конечно же, это обусловлено тем, что там сейчас активные также штурмовые действия будут проходить, судя по всему, потому что, очевидно, работа там идет полным ходом. Ну и, конечно, ВКС РФ не отстает от процессов и регулярно бьет авиабомбами с модулем коррекции и планирования по различным важным целям натовских наемников. Ну и, конечно же, не только авиабомбами, потому что вот обратите внимание, как работают Искандеры. Мы вот конкретно фуры, которые занимались выгрузкой и логистикой боеприпасов, вот эта вся история закончилась после того, как туда просто прилетела наша баллистическая ракета «Искандер», и мы наблюдали яркую вторичную детонацию. Конечно, подобным образом поражаются и различные вот передовые командные пункты бригад натовской ЧВК ВСУ. Естественно, за ними идет охота 24/7, и как только подобного рода штаб фиксирует, то сразу наблюдают, чтобы там скопилось как можно больше натовских различных офицеров. Ну и, естественно, туда прилетает «Искандер», потому что это на поле боя приоритетная цель. Ну и, как
в дополнение, конечно, там уничтожается много различной транспортной техники, ну и обычных рядовых натовских наемников. Дроны «Камикадзе Герань» также работают на всю глубину фронта и, конечно, прилетало и по Харькову, и по Сумам, и по различным другим городам, потому что именно эти города используют натовское ЧВК ВСУ для размещения своих военных объектов, складов боеприпасов, штабов и так далее. И, конечно же, это все проблематично для ВКС РФ, но с хирургической точностью все-таки выбивают конкретно натовских наемников даже с самых глубоких нор. Очень жестко прилетало по городу Шостка, и даже видно было со спутников, насколько там все-таки у них пожары были и так далее. Ну и, конечно же, другие объекты натовской ЧВК ВСУ подвергались ударам. Это и топливо-энергетические объекты, и даже отделение банд ТЦКшников. Параллельно с этим режимники Зеленского все больше лелеют надежду, что скоро у них появятся очень классные дроны для того, чтобы сбивать наши российские дроны «Камикадзе Герань-2». И уже даже пытаются откатать эти дроны в каком-то боевом режиме и так далее. Но с учетом того, что дроны «Камикадзе Герань» продолжают четко поражать свои цели каждый день, очевидно, что с дронами-перехватчиками натовскими реально очень серьезные проблемы. Ну и, конечно же, инженеры, которые создают Герань, они также не стоят на месте, а постоянно модернизируют эту платформу, и сбивать Герани проблематично. При этом американцы пытаются скопировать дрон «Камикадзе Герань», и, собственно, уже есть первые наработки американского ВПК, и уже даже пытаются развивать эту платформу, но очевидно, если все-таки даже американцы развивают дрон «Камикадзе Герань-2» на уже своих технических площадках, явно дроны-перехватчики натовские, мягко говоря, не особо эффективны. Из интересного также можно заметить, что режимники Зеленского обтянули вообще колючей проволокой стелу на въезд в Донецкую область. И, собственно, там очень много кто любил фотографироваться из различных упоротых там наемников, сам Зеленский туда приезжал и так далее. Но благодаря все-таки нашим операторам российских дронов там очень часто оставались подобного рода селфи-мастерам мины. И, естественно, очень много персонажей там просто остались навечно. И поэтому сейчас режимники Зеленского просто колючей проволокой максимально обтянули эту стелу, чтобы ни в коем случае еще кто-то не подорвался. Также сегодня была попытка натовских дронов «Камикадзе» атаковать город Сочи и различные объекты, которые там находились рядом. Ну и, собственно, там, конечно, была воздушная тревога, и, конечно, координировал атаку натовский самолет-разведчик. И, собственно, это еще раз доказывает, что эти самолеты-разведчики натовские в Черном море реально надо сбивать, потому что это объективно военная цель, которая участвует в фактически планировании и наведении атак на нашу территорию. Кстати, денацификация идет по плану. Например, британский очередной наемник поедет домой в гробу. Ну и, конечно же, колумбийских наемников сейчас уничтожают большое количество. При этом даже попадаются пленные колумбийские наемники. Очередной такой персонаж. И его, конечно, сложно узнать, но тем не менее так он выглядел до попадания в плен. И, конечно, уже даже в Колумбии озаботились тем, что, скорее всего, в ближайшее время они примут отдельный закон, по которому наемничество будут строго запрещать своим гражданам. Потому что поток гробов сейчас в Колумбии настолько большой, что местные власти его просто не могут игнорировать. А служба безопасности Зеленского объявила о том, что задержала несколько подростков, которые, как оказалось, партизаны, и которые запланировали и осуществили ликвидацию очень какого-то серьезного персонажа с режима Зеленского. И, судя по всему, это, скорее всего, командование 95-й бригады. Кто-то из командиров 95-й бригады был ликвидирован. Ну и также есть версия, что это еще высокопоставленный СБУшник, потому что там в Житомире и в окрестностях живет и Малюк, собственно, глава СБУ, и, естественно, еще парочку персонажей с того ведомства. Ну а на международной арене сейчас, конечно, все думают, о чем же договорились Трамп с Путиным, потому что если уже в Кремле подтвердили, что от США поступило предложение, которое устроило Российскую Федерацию, и уже планируется встреча Трампа с Путиным, значит, действительно подошли к серьезному решению. И, конечно же, это серьезное решение предусматривает
предполагает по умолчанию вывод войск с Запорожья, с Херсона и вот других городов, и там натовские наемники будут вынуждены все-таки выводить свои военизированные подразделения, и это, конечно, будет такая базовая история для вот любых переговоров о прекращении там огня или там о каких-то других еще вот форматах, поэтому сейчас, очевидно, внедрихи Зеленского сильно напряглись, потому что, конечно же, эти вот решения будут предполагать также скорое проведение выборов и обнуление режима Зеленского как такового. Владимир Владимирович в последнее время на созвоне и с председателем Китая, и, конечно, с премьер-министром Индии, и с многими другими. И, собственно, Зеленского теперь уже, знаете, вот обозначают как персонажа, который по умолчанию уже принял все условия Трампа, потому что фактически сейчас именно США ведут переговоры за будущее этой территории. Ну, а гауляйтер, его функция только исполнять. Кстати, в недорехе Зеленского идет полным ходом подготовка общественного мнения о том, что теперь уже местное население готово, лишь бы вот прекратилась война на практически любых условиях. И, собственно, если раньше, год назад, сложно было себе еще представить, чтобы себе позволяли писать это различные там социологические агентства, сейчас это идет массово. Это означает, что это уже четкая отмашка от посольства США. Иначе пресса в недорехе Зеленского просто физически не работает. Все, что может делать сейчас Зеленский, это вот тихонько, втихаря требовать от некоторых главарей стран Евросоюза, чтобы они также замолвили словечко Трампу за его позорную шкуру. И в принципе этот процесс идет. Ну и естественно со стороны США также регулярно развеивают различные вбросы в отношении того, что там чуть ли не Соединенные Штаты выставляют условия, чтобы Зеленский встретился с Путиным обязательно, чтобы вот дальше идти по мирному регулированию. Хотя по факту это уже вчера просто опроверг сам Дональд Трамп, потому что это, конечно же, был простейший вброс со стороны стран Евросоюза. В Евросоюзе возмущаются тем, что Трамп не давит на Россию, и по этому поводу уже там льют слезы и возмущаются. При этом внутри натовского недорейха идет давление очень мощное на режим Зеленского и даже службу безопасности Зеленского, потому что так называемые антикоррупционные органы уже потребовали публично от СБУ все уголовное дело против их детективов, которые расследовали уголовные дела против режимников Зеленского, конкретно, чтобы они опубликовали все эти материалы, и, естественно, это вызвало истерику в службе безопасности Зеленского, и они категорически отказались от этих всех процессов. Ну и, конечно, это также говорит о том, что все эти вот дела службы безопасности Зеленского, они, конечно же, фейковые, и просто они вот опасаются их публиковать. Параллельно с этим депутаты Верховной Рады от партии Зеленского, которые голосовали сначала за отмену вот полномочий НАБУ, а потом за их возврат, то, конечно же, сейчас уже публикуют различные сообщения из их внутренних чатов, и эти все персонажи прекрасно понимают, что ими просто подтерлись, причем публично, и, естественно, они понимают, что вся эта богадельня, которая называется Верховной Радой, это в колонии Украины Зеленской абсолютно лишний вообще, знаете, вот институт, потому что по факту его просто уже не существует в каком-то правовом поле. Также по всей территории, оккупированной блоком НАТО, сейчас идут просто массовые похищения людей бандами ТЦКшников, и людей просто показательно избивают. И вот обратите внимание, что один из ТЦКшников даже по гражданке специально одевается, чтобы было удобно бегать, догонять и чтобы вот избивать, собственно, жертв. Ну а дальше уже подтягиваются ТЦКшники и избитую жертву просто загоняют в бусик и увозят. Подобных видео у меня в телеграм-канале, кстати, очень много. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. И на этом, друзья, у меня сегодня все. До скорого.